но все равно засрут. Что, за металлзон типа? Ну, за металлзоны, типа там, что мы там уже так не пишем давно, там. У нас вообще там XFX, там, мы там через кемпер все там, у нас реампинг там. Ты хотел как для себя снимать. Ну, хотел. Ну так, вот и давай. Ну, давай. Привет. Привет. Мы находимся на репетиционной базе M-Factory. Сегодня на гитарную тему. Один наш друган Андрюха подначивал нас все время. Почему бы вам не поснимать какие-нибудь обзоры? У него, кстати, есть на ютубе канал свой. И он, в отличие от нас, умеет играть Да. на гитаре. Вот мы подумали, поснимаем. И на гитар-плеер выложим, если Кузьмич не забанит. Ну так, что у нас? У нас DX-бокс, точнее два. Старый и новый. Behringer Ultra G, который у меня давно, и Nux PDI 1G, который недавно. Так, давай по порядку. Что такое DirectBox? Зачем нужен? Как работает? Нужен для подключения гитары напрямую в микшерный пульт или на запись, потому что обычно она подключается не напрямую. Он преобразует сигнал в балансный, и гитарный вот имеет еще на борту спикер SIM. Ну а жить-то без него можно вообще? Ну, традиционный способ получения классического звука гитары Желтый снег, ты не ешь. электрической. Руки и шоп. Гитара через примочки подключается в гитарный усилитель. Гитарный усилитель подключается в гитарный кабинет. К нему ставится микрофон. И уже с микрофона звук идет на запись. А нельзя просто взять и послать сигнал с усилителя на запись? А у гитарных усилителей обычно нет таких выходов. И звук, идущий с усилителя, довольно мерзопакостный. В нем много так называемого песка. Гитарные кабинеты, они специально задуманы для работы в связке с гитарным усилителем. И в них динамики, которые стоят, они имеют довольно ярко выраженный завал ЧХ после 5 кГц. И вообще разные неровности, которые придают окраску звуку. То есть динамик играет важную роль в формировании звука? И микрофон на самом деле тоже. То есть Shure SM57 обычно используют, это направленный микрофон. От того, как его поставить и повернуть, меняется звук на записи. Если неправильно повернул, засрал звук? Ну да, но это и свобода для звукорежиссера. А DirectBox-то зачем? А DirectBox подключается между усилителем и кабинетом. И все работает как раньше. Но еще дополнительно с DirectBox отходит как бы третий провод на микшерный пульт. И DirectBox дополнительно обрабатывает сигнал, имитируя звучание вот связки динамик-микрофон. Хорошо имитирует-то? Ну вот как раз цель данного видео это выяснить. Ну, каждый решает для себя. Априори можно сказать, что звук с простого такого аналогового DirectBox, он сухой и как бы прямо в мозг. Потому что микрофон, он все-таки снимает какие-то отражения с комнаты. А сам-то ты его зачем себе купил? Чтобы записывать на репетиции гитару, чтобы просто можно было включить, поставить запись и получить предсказуемый результат. И чтобы в гитарный микрофон, чтобы не лезли там барабаны и все остальное. Уже достаточно того, что это все лезет в вокальный микрофон. Ну а микс-то будет? Микс будет, потому что, по-моему, это самое важное, собственно, что можно получить в миксе. Оно работает в миксе или нет. Ну как мы подключены? У нас два усилителя. С каждого усилителя мы пишем одновременно сигнал с микрофона и с DirectBox.
Схема подключения такая. Значит, гитара подключена в Boss NS2 Noise Gate. У него в петле Boss Metal Zone. О, уже все пошли дизлайки фигачить. Metal Zone мы используем, потому что это очень известная примочка, и практически все знают, как она звучит, чтобы у вас была точка отсчета. Значит, дальше. С выхода NS2 сигнал идет в Boss LS2, который мы используем как активный сплиттер. С него на один усилитель, на другой усилитель. Это одинаковые усилители. Вроде бы как это мастеровая копия Fender Bassman. У них примерно одинаковые настройки. И кабинет у этого, здесь какой-то Ibanez или Ibanez, здесь какой-то Fender. В общем, я не знаю точно, что это за кабинеты, модель, но они немножко разные, конечно, по звуку, но оба 4х12 правильные гитарные кабинеты. Микрофоны на изоленте. На самом деле это барабанные микрофоны. Ну нет, у меня Shure SM57. В принципе, я слышал, вот это Samson Q-Tom. Я, в общем, где-то читал, что вроде бы как у них АЧХ похоже на АЧХ Shure SM57. Но я не думаю, что это принципиально. Главное, что это динамически направленный микрофон. Ну и директбоксы между кабинетом и усилителем. Да. И все, собственно, 4 выхода у нас идут на Zoom R24 на запись.